Нам почти всегда говорят одно и то же. Контролируй ум, управляй мыслями, дисциплинируй себя, подчини внутренний хаос. И именно здесь кроется первая и самая глубокая ошибка. Древние тексты, включая Бхагавад-гиту, говорят не о контроле ума, а о распознавании. Ум не враг и не союзник сам по себе. Он становится другом или врагом в зависимости от того, отождествляешься ты с ним или нет. Когда ты внутри мыслей, ум управляет тобой. Когда ты видишь мысли, ум просто функционирует. Большинство людей пытаются победить ум, находясь внутри него. Это все равно, что пытаться успокоить волну, будучи самой волной. Кришна говорит об этом прямо. Для того, кто распознал ум, он становится другом. Для того, кто не распознал, самым тонким и опасным врагом. Но здесь нет борьбы. Есть только одно различие. Ты есть ум, или ты видишь его. И пока это различие не замечено, любые техники, дисциплина, визуализации и работа над собой лишь усиливают напряжение. Ум становится тоньше, хитрее, но не тише. В этом видео мы не будем учиться управлять умом, мы сделаем шаг раньше, туда, где управление становится ненужным. Когда в древних текстах говорят «ум», почти все представляют мысли, но в Бхагавад-гите ум — это не просто поток мыслей. Ум — это инструмент восприятия, фильтр, через который сознание смотрит на мир. Мысли — лишь самый поверхностный слой. Гораздо глубже находится привычка реагировать, интерпретировать, сравнивать, выбирать, защищаться. Именно поэтому ум невозможно контролировать напрямую, потому что он не объект, а процесс. Кришна говорит, ум подвижен, неустойчив, ускользающий. Это не потому, что он плохой, а потому что такова его природа. Он создан не для покоя, он создан для обработки опыта. Ошибка начинается в тот момент, когда человек пытается сделать из ума точку опоры. Но ум не предназначен быть опорой, он предназначен быть инструментом. Когда ты пытаешься успокоить ум усилием, ты используешь сам ум против него же. Возникает внутренний конфликт. Одна часть ума хочет тишины, другая часть пытается эту тишину контролировать. И именно это Кришна называет ум как враг. Но в Гите есть и вторая часть. Там сказано, через практику и отстраненность ум становится другом. И здесь важный момент. Практика — это не тренировка контроля. Отстраненность — это не уход от жизни. Это момент, когда ты перестаешь считать ум собой. Ты не выключаешь мысли, ты не останавливаешь реакции, ты просто перестаешь находиться внутри них. И в этот момент ум впервые выполняет свою истинную функцию. Он начинает служить восприятию, а не управлять им. Ум становится прозрачным, не потому что исчез, а потому что ты больше не смотришь из него. Ты смотришь на него. Самый частый вопрос. Если ум нельзя контролировать, то где тогда выход? И здесь важно услышать главное. Выход из ума не находится внутри ума. Его невозможно найти мыслью, пониманием или анализом, потому что все это функции того же самого инструмента. Выход — это сдвиг позиции. Пока ты находишься внутри потока мыслей, каждая мысль кажется моей, каждая реакция — личной, каждое состояние — определяющим. Но в тот момент, когда появляется простое замечание, мысль происходит, что-то меняется. Не в уме, в точке, из которой ты смотришь. Ты не становишься другим. Ты не достигаешь нового состояния. Ты просто выходишь из слияния. В Бхагавад-гите это состояние называют свидетельствованием. Не борьбой, не подавлением, не исправлением. Свидетель — это не роль и не усилие, это естественное положение сознания,
которое было всегда, но не осознавалось. И здесь важно не перепутать. Свидетель — это не «я наблюдаю», потому что «я наблюдаю» — это все еще тонкая мысль. Свидетель — это присутствие, в котором наблюдение происходит само. Мысли продолжают идти, реакции могут появляться, тело дышит, чувствует, живет, но все это больше не захватывает, потому что ты больше не внутри. И именно здесь ум перестает быть проблемой, не потому что он исчез, а потому что ты перестал быть его функцией. В этот момент становится ясно самое важное. Ум никогда не был врагом. Проблемой было отождествление. Пока человек считает мысли собой, ум управляет жизнью через страх, ожидание, сравнение, постоянное внутреннее напряжение. Но когда появляется различие между тем, что происходит, и тем, кто это видит, ум занимает свое естественное место. Он остается. Он думает, анализирует, планирует. Но он больше не определяет тебя. Именно это и называют в Бхагавад-гите ум как друг. Непослушный, не подавленный, не дисциплинированный, а прозрачный. Такой ум не мешает действовать. Он не тормозит решения. Он не создает лишней драмы. Он просто обслуживает реальность. И здесь происходит сдвиг, который невозможно получить усилием. Жизнь перестает быть борьбой с собой. Исчезает ощущение, что нужно постоянно что-то исправлять внутри. Появляется простота, ясность, спокойное действие без внутреннего шума. И это не состояние, это не достижение, это возвращение к тому, как восприятие работает без лишнего слоя. Поэтому главный вывод не в том, что ум нужно победить, и не в том, что его нужно улучшить, а в том, что ты не ум. И когда это становится очевидным, ум впервые начинает работать правильно. Когда становится очевидно, что ты не ум, это не философский вывод и не красивая идея. Это меняет саму геометрию жизни. Решения начинают приниматься без внутреннего шума. Действие возникает из ясности, а не из давления. Ошибки больше не воспринимаются как личный провал, а успех, как доказательство собственной ценности. Ум остается инструментом, но он больше не диктует направление. И здесь важно понять, это не про уход от мира и не про отстраненность от жизни. Напротив, жизнь становится прямее. Ты видишь ситуацию и отвечаешь на нее, а не на свои мысли о ней. Исчезает постоянная необходимость объяснять себе, кто ты и почему ты так живешь. Пропадает внутренняя защита, которая раньше требовала непрерывного подтверждения. Именно поэтому древние тексты говорили не о том, как изменить мир, а о том, из какого места ты его проживаешь. Когда ум перестает быть центром, в центре остается присутствие. И тогда жизнь не нуждается в управлении. Она начинает складываться сама, без борьбы, без напряжения, без попыток все контролировать. Не потому, что ты стал лучше, а потому, что ты перестал мешать.